Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сезон практически заканчивается и пора подумать о зимовке. В прошлом году я показывал о том, как неправильно формируется клуб пчел уже поздней такой осенью, что уже ничего нельзя сделать. В этом году я решил сделать немножко по-другому и сейчас хочу показать. Почему так рано? Потому что клуб пчел, чтобы правильно сформировался в нужном месте, это очень длительный процесс. Выходит расплод, матка опять засевает. И так циклы. Вот, поэтому чем раньше это сделать, тем лучше. Ну, значит, в чем причина и в чем нюанс? Если открыты верхний и нижний литок при подготовке к зимовке, то пчелы клуб формируют между верхним и нижним литком. И потом получается, что мед весь внизу, а идти им кверху тут, очень мало меда сверху получается. Если в додановских ульях у них еще мед там сзади, они туда еще назад движутся, то на украинскую рамку этот процесс еще хуже. То есть на украинской рамке намного лучше клуб зимует, но при условии, что он формируется в самом низу. Тогда весь мед у них сверху. Если же они сформируют клуб по центру рамки, то в украинской рамке там еще меньше получается идти только кверху. Назад они уже не пойдут. Поэтому вот в такое время я уже закрываю верхние литки. Конечно, где-то они с недельку привыкают. Тут будет целая масса кружиться вокруг верхнего литка. Но потом потихоньку они переходят к нижнему литку. Ну и второй такой нюанс. Опасный период наступает, возможность напада. Поэтому очень аккуратно работать. Надо нигде не капнул, чтобы мед, поменьше было открытого пространства, если работать с семьями. И я уже вот позакрывал буквально там на 3 пчелки. 2-3 пчелки, там 4, где как, но максимально сократить литки, чтобы они могли уже обороняться, если в случае там напада. Там так вот закрыл, тут у меня щелевой литок, то я закрыл таким деревяшечкой и обернул таким холстиком, для того, чтобы не было совсем подсоса туда воздуха. То есть воздух должен поступать только через нижний литок. В таких ульях вот так. Лучше всего, конечно, вот если есть вот такие литковые заградители, то тут что? Тут просто его был так открыт, допустим, просто его провернул и все, наглухо он закрыт. Такие заградители, не пластиковые, разные, металлические, такие получше. Там, вся суть в том, чтобы уже позакрывать верхние литки. И сейчас я покажу на примере, как неправильно формируется клуб. Вот здесь у меня на украинскую рамку. И вот я покажу. Значит, здесь вот есть последний расплод. Последний он еще будет расплод, здесь матка будет закладывать. Но вот в чем суть? Вот видно, сверху мед, сзади идет, и уже мед они заложили снизу. И вот этот процесс будет продолжаться. То есть расплод будет оставаться здесь по центру, а здесь все больше и больше будет мед вокруг этого расплода. И в конце концов клуб сформируется вот здесь по центру, вот, на всех рамках. И потом очень тяжело, чтобы этот клуб сместить вниз. Практически надо рамки эти забирать, а другие ставить. А если других рамок нет полномедных, то вот здесь в клубе останется. Вот на это я хотел обратить внимание. Позакрывал литки и позже снимем видео, как будет формироваться клуб. Конечно, второй нюанс еще такой тут, что необходимо убирать утепление. Утепление я уже убрал, оставил только вот такие холстики. Вот. Некоторое время будут холстики, а уже ближе там к осени, чтобы матка прекратила яйцекладку и чтобы их согнать туда вниз, то я буду убирать и эти холстики. Вот такой нюанс, который я хотел сегодня рассказать. На этом все.
Пока.